Дорогие друзья, по вашим просьбам мы запускаем новый видеоцикл, в котором я буду регулярно отвечать на ваши вопросы. Конечно же, мы будем постоянно держать вас в курсе актуальных новостей на официальном сайте инжиниринговой компании Uniski String Technologies Inc. и в социальных сетях. Однако я понимаю, что есть вопросы, ответы на которые вам хотелось бы получить от меня лично. Поэтому я и моя команда постараемся записывать и публиковать такие видео на регулярной основе. Компания Uniski String Technologies Inc. вступила сегодня в стадию коммерциализации технологии UST. И я провожу значительное количество встреч с потенциальными заказчиками, разрабатываю проектные решения, совершенствую технологии UST, и все это в разных странах и даже на разных континентах. Благодаря вашей поддержке мною сформирована в Минске научно-инженерная школа, которая насчитывает порядка 1000 профессионалов. Однако все главные технические решения по-прежнему разрабатываются мною лично. В предыдущем видеообращении об итогах 2023 года я и генеральный директор Uniski String Technologies Inc. Надежда Геннадьевна Косарева постарались как можно подробнее рассказать вам о наших важнейших успехах. Среди них запуск первого адресного проекта в Республике Беларусь для коммерческих перевозок и завершение строительства демонстрационно-сертификационного комплекса UST протяженностью более 2 километров в Объединенных Арабских Эмиратах, одним из ключевых элементов которого является новый флагман модельного ряда подвесных юнимобилей 25-местный Unibus Karat. Таким образом, с вашей помощью мы подошли к финальному этапу. От идей и проектов до практической реализации принципиально новых транспортно-инфраструктурных комплексов – грузовых, городских и высокоскоростных междугородных. И этот путь был пройден нами в очень сжатые сроки. Это феноменальный результат. Специалисты-транспортники прекрасно понимают, о чем я говорю. Подчеркиваю, вместе с вами мы создаем не просто новый вид, например, электромобилей, а новую транспортно-инфраструктурную отрасль, основанную на технологии UST, в которой беспилотный электромобиль на стальных колесах является всего лишь небольшой и не самой главной составной частью грузовых и пассажирских комплексов. Объединяя эффективные и экологичные инженерные решения, мы стремимся к формированию лучшей в мире транспортно-логистической системы, обеспечивающей быстрое и удобное перемещение грузов и пассажиров. Итак, давайте приступим к первому вопросу. Какие компании созданы для реализации технологии UST и кто является их владельцем, собственником? Для реализации технологии UST и защиты интересов инвесторов, получения дивидендов от практической реализации струнных технологий именно в адресных проектах, реализованных на всех континентах и во всех странах мира в рамках группы компаний Uniski, была создана группа компаний UST. Я потом даже нарисую схему, что такое, чтобы это лучше понимать. Это система научно-исследовательских, инжиниринговых, проектных, конструкторских, производственных, холдинговых и маркетинговых организаций. Их деятельность связана с разработкой, проектированием, тестированием и эксплуатацией транспортно-инфраструктурных комплексов UST в эстакадном исполнении. Организации, включаемые мной в группу компаний UST, объединены не в качестве юридического лица, а с точки зрения тех целей и задач, для достижения и реализации которых они были созданы и которые прописаны в их уставах. Таким образом, в группу компаний UST входят только те компании, которые были основаны инвесторами, вложившими свои
денежные средства именно в струнной технологии. Инженерным центром среди них является Юницкий String Technologies Inc. Далее идет наш производственный комплекс в Беларуси, это Эсваплант, Юскай Транспорт и Юскавери в Объединенных Арабских Эмиратах и несколько маркетинговых представительств в других странах. Соответственно, инвесторы же и являются владельцами этой группы компаний. Хочу также отметить, что я не менее других владельцев-инвесторов заинтересован в скорейшем выходе технологии UST на рынок и реализации адресных проектов. Мало кто знает, возможно, потому что я не часто об этом говорил, что именно я, Анатолий Юницкий, являюсь самым крупным инвестором группы компаний UST и передал в нее безвозмездно, то есть без выплаты себе вознаграждения, в свою личную интеллектуальную собственность, которая касается технологии UST, созданную за предшествующие 40 лет научной, изобретательской и предпринимательской деятельности и оцененную независимыми экспертами в $400 миллиардов. На момент становления группы компаний UST я не был безымянным инженером без средств, а вел в течение 3 десятилетий активную коммерческую и научно-техническую деятельность. Получал гранты, в том числе 2 гранта Организации Объединенных Наций, получал выплаты за десятки реализованных изобретений и имел успешный бизнес. Например, первые $3 миллиона я заработал на реализации своих инноваций в народном хозяйстве СССР еще в далеком 1989 году в созданном мною Центре научно-технического творчества молодежи «Звездный мир» в городе Гомеле. За свои личные средства в 2013 и 2014 годах я оплатил международную оценку интеллектуальной собственности технологии UST, создал группу компаний UST в нескольких юрисдикциях с открытием счетов и офисов в разных странах, нанял менеджмент и платил им зарплаты, при этом финансировал со своих личных счетов и сами компании. В общей сложности, начиная с 2014 года, я инвестировал в технологию UST более $10 миллионов личных денежных средств. Обращаю на это ваше отдельное внимание, и не нужно путать группу компаний UST и группу компаний Юницкого. Повторюсь, группа компаний UST – это часть группы компаний Юницкого, деятельность которой направлена исключительно на реализацию и коммерциализацию технологий UST. Но мое заинтересованное участие в развитии проекта в качестве одного из его руководителей, самого крупного инвестора и одновременно автора технологии UST – это не единственное, чему я посвящаю свое время. Однако это главное, чем поэтому я, видимо, и ассоциируюсь в публичном пространстве. В результате возникает смешение понятий. В бизнес я ушел, как говорится, с головой, в далеком перестроечном 1988 году с должности руководителя патентно-лицензионной службы Академического института механики металлополимерных систем. К тому времени в народном хозяйстве СССР было уже внедрено более 20 моих изобретений с суммарным экономическим эффектом более 100 миллионов советских рублей, которые тогда были крепче доллара. Автору изобретения тогда полагалось вознаграждение в размере до 2% от экономического эффекта. Кроме того, с тех пор в более чем 10 юрисдикциях я создавал различные бизнес-структуры – торговые, производственные, научно-исследовательские, строительные, сельскохозяйственные, начиная от неракетного освоения космоса и заканчивая органическим земледелием. В общей сложности более 100 компаний. Большинство из них прекратило свое существование и было давным-давно закрыто мною по тем или иным причинам. Но часть из них осталась и функционирует до сих пор, принося мне, как основателю, прибыль. Эти компании также относятся к группе компаний Юницкого. Большинство из них созданы лично мною, инженером, ученым и бизнесменом, без привлечения сторонних инвестиций.
Поэтому инвесторы, инвестировавшие в группу компаний в технологии UST, не причастны к такой моей бизнес-деятельности. Инвесторы являются владельцами только части группы компаний Юницкого, а именно группы компаний UST. В разных местах, в разных городах, еще в советское время, я создавал компании. В общей сложности, за все эти годы, я, наверное, уже потом Советский Союз развалился, и там еще более активно пошла работа. Я и создавал даже... У меня был завод по выпуску керамики, керамической посуды. Я один из первых, это был первый валютный магазин частный в городе Гомеле, когда в начале 90-х годов прошлого века. Я создавал даже институт социальных изобретений в Москве. Создавал группу компаний реализации струнного транспорта. Например, это научно-производственный комплекс Юницкого в 2000 году в Москве и группу компаний по реализации технологий в озерах, это Московская область. Там была строительная компания, научная, проектная, испытательная. В общей сложности за эти десятилетия я создал, где я был единственный учредитель, больше 100 компаний. И это и все является группой компаний Юницкого, потому что это я создавал под свои идеи и технологии. Но потом, когда я понял, что я не смогу сам зафинансировать струнные технологии, тогда было принято решение, это группа компаний Юницкого. И тогда я обратился к людям, что есть технология, которая создаст с вашей помощью, с помощью инвесторов, мы создадим самый крупный бизнес за всю историю человечества. То, что вместе взятое, допустим, сделали Боинг, Генри Форд, Стефенсон, Сикорский. И тогда я получил поддержку от инвесторов, и мы начали уже вместе с инвесторами создавать компании тоже в разных странах, в разных локациях, которые как раз на развитие именно струнных технологий. И так была внутри группы компаний Юницкого создана группа компаний UST. То есть это группа компаний UST, группа компаний UST. А это группа компаний Юницкого. Из этой схемы очевидно, что это разные вещи. Эта компания или, допустим, эта компания. Здесь ее создал Юницкий, и неважно на какое направление деятельности, причем создал давно, когда еще не было группы компаний UST. А это группа компаний, куда входят в первую очередь инвесторы, и Юницкий как тоже инвестор. Кроме всего сказанного, нужно еще напомнить, что есть организации, которые не имеют отношения ни к группе компаний Юницкого, ни к группе компаний UST. Это краудинвестинговые платформы, которые выполняют роль квалифицированного посредника между инвесторами и холдинговыми компаниями. Иными словами, смысл их деятельности в том, чтобы предоставлять инвесторам услуги по приобретению прав на доли технологии UST через договор конвертируемого займа. Таким образом,
Эти организации позволяют желающим приобрести доли в группе компаний «Вести», в которые сами эти платформы не входят. У этих платформ, таких как, например, SkyWorld Community, есть свое руководство, своя организационная структура, в которую входят отдельные компании с соответствующими собственниками и штатами сотрудников. Прямого отношения к их деятельности я не имею, не могу влиять на них или контролировать их. Могу только прекратить сотрудничество с ними в случае существенных нарушений, либо злоупотреблений, как было это, например, с фондом СВИК, с которым мы расстались более 3 лет назад. Данные платформы связаны договорными обязательствами как с инвесторами, так и с организациями, входящими в группу компаний UST, в качестве посредников, агентов, бизнес-ангелов, ну и тому подобное. Различие между ними и группой компаний UST состоит в цели деятельности, а также в том, кто является их владельцем. Группа компаний создает и коммерциализует технологии. Платформы привлекают инвестиции. Группа компаний принадлежит инвесторам. Платформы курируются специально созданными для этого юридическими лицами, не принадлежащими инвесторам, а только оказывающими им соответствующие услуги. Также, например, как биржа позволяет приобретать акции различных компаний, сама не являясь частью этих компаний. Что с заводом в Беларуси? Там отлажен выпуск юнибусов мелкими сериями. Когда планируется запуск серийного производства, что не хватает производства для серийного запуска? В первую очередь, хотел бы напомнить, что мы создаем не просто какие-то там машины, а сложнейшие транспортно-инфраструктурные комплексы. Комплекс UST включает в себя транспортную рельсоструйную эстакаду, инфраструктуру второго уровня, встречные переводы, станции, вокзалы, депо и другие сооружения, автоматизированную систему управления и, наконец-таки, подвижной состав. Десятки моделей навесных и подвесных пассажирских и грузовых беспилотных электромобилей на стальных колесах, получивших общее название «Юнимобиль». Грузовые и пассажирские юнимобили, в том числе модели типа «Юнибус», являются всего лишь небольшой частью любого транспортно-инфраструктурного комплекса UST, поэтому могут быть куплены заказчиком только в составе комплекса для конкретного адресного проекта. Сам по себе юнибус никому не нужен. Если в настоящее время начнется мелкосерийное производство юнибусов, это будет работа на склад, то есть с убытками для группы компаний UST, что абсолютно неприемлемо с любой точки зрения, в первую очередь с экономической. Собственно, производство в настоящее время необходимо прежде всего для практического воплощения и проверки в железе наших конструкторских решений, и эту функцию оно выполняет прекрасно. Существующий завод Беларуси, СВ-Плант, оснащен всем необходимым, в том числе самым современным станочным парком для мелкосерийного выпуска юнимобилей в количестве до 100 штук в год. Он закрывает все современные потребности группы компаний UST, в том числе United String Technologies Inc., в опытных образцах грузовых, пассажирских и высокоскоростных юнимобилей. При этом станочный парк завода в настоящее время не простаивает и работает на сторонние заказы белорусских, российских, казахстанских, китайских и других заказчиков, что обеспечивает его экономическую устойчивость и не требует отдельного финансирования, то есть содержания со стороны его владельцев, инвесторов в технологии UST. На самом деле потребность в производстве юнимобилей возникнет только тогда, когда начнется поставка подвижного состава в адресные проекты. При увеличении потребности в рельсострунном подвижном составе, например, до сотен и тысяч штук в год, мы сможем масштабировать наше производство и построить завод по производству юнимобилей в той стране,
где будет реализован крупный адресный проект. Там, где нам будет выгодно. Причем не за деньги, дополнительные деньги наших инвесторов, а за счет средств будущих заказчиков. В то время как единичная и мелкосерийная поставка подвижного состава может осуществляться и из Белоруссии как в настоящее время, так и в будущем в количестве до 100 миллимобилей в год. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. На остальные вопросы я продолжу отвечать в своих следующих видеообращениях. Постараюсь чаще выходить в эфир, несмотря на свой плотный график. Думаю, что подобный формат нашего общения станет доброй традицией и своеобразным мостом между разработчиками технологии UST и ее партнерами. Без вашей поддержки нам было бы крайне сложно достичь всех масштабных результатов, которых мы уже добились. Вместе мы сможем реализовать все наши проекты и все наши планы.